Всем привет! И сегодня мы будем смотреть на очень интересную цифровую видеосистему от компании A-Chain. Да, вы не ослышались, именно компании A-Chain, потому что данная видеосистема построена на программном обеспечении с открытым кодом, которое называется OpenIPC. И называется данное устройство Spheralink 1080p VTX. Но здесь у нас не только VTX, также и VRX, и большая куча всяких проводков и других гаджетов. Данное устройство мне предоставил магазин Banggood, и, как вы уже поняли, он является спонсором данного видеоролика. Вы на канале Жукарама FPV Влог, я Михаил. Давайте же скорее откроем и разберемся в этой видеосистеме. Для меня это первый опыт работы с устройствами OpenIPC, так что будем разбираться вместе. Поехали. Ну а начнем мы, естественно, с распаковки данной замечательной коробочки. Давайте откроем и посмотрим, что здесь у нас положил A-Chain. Ну, в первую очередь мы, естественно, видим множество пакетов с различными проводами. Здесь мы видим две антенны, две дипольки и какие-то провода. Сейчас мы будем разбираться, для чего они нужны. Проводов очень много. Отложим его пока в сторону, этот пакет. Следующий пакет у нас содержит радиатор и нейлоновые гаечки и винтики. Здесь у нас какие-то мелкие винтики. В общем, я думаю, тоже все это будет нам нужно. И первым делом у нас лежит в коробке наш VRX. Да? То есть это наземный модуль, который выглядит вот таким вот образом. Здесь идут к нему две сосиски, две антенны. И, ребят, что я вам хочу сказать, интересный достаточно корпус. Мне кажется, это печать смолой. Прикольно, я не знаю, почему A-Chain, в общем-то, не напечатал корпуса под давлением, да, не наштамповал, а ему было проще почему-то напечатать это на 3D принтере. Вот, две антенны, здесь SMA разъемы обычные, вот, и, собственно, USB Type-C разъем. Все, больше никаких интерфейсов мы здесь не видим. В отдельном пакетике это у нас User Manual, да? Почитаем мы ее попозже. Здесь у нас спецификация, значит, сенсор у нас здесь, давайте посмотрим, что на коробке отмечено. Сенсор у нас 415, да, вот этот AMX 415. Процессор. Здесь, кстати, у нас должен быть двухъядерный процессор SSC 338Q. Да, вот он здесь отмечен. Написано ARM A7 Dual Core. Разрешение, соответственно, данный процессор поддерживает 1080p с частотой обновления кадров 90 fps и 720p с частотой обновления кадров 120 fps. Максимальная мощность 80 милливатт, вес 33 грамма. Значит, размеры у нас с вентилятором, да, 39 на 17, то есть там штатные, под штатную установку 30 на 30 в стек. И размер камеры курсовой 19 на 19 миллиметров, то есть обычная камера. Дальше мы видим здесь интерфейсы нашего VTX. К ним чуть позже обратимся. Ну и инструкция. Ссылки на вики. Все это надо будет почитать. Этажом ниже у нас располагается VTX модуль с кучей всяких дополнительных принадлежностей. Давайте вот эту всю штуку вытащим и по очереди посмотрим. Ну, во-первых, сам VTX модуль представляет из себя вот такую вот плату с установленным кулером. Здесь же у нас, соответственно, радиатор имеется. И снизу, видимо, у нас VC модуль с двумя антеннами. Вот здесь вот подключаются как раз вот эти две антенки, которые у нас есть в пакете, две дипольки. Ну, ничто не мешает нам, видимо, подключить здесь что-то другое, какие-то другие антенны. Ну, об этом, наверное, нужно будет подумать чуть позже. Также есть два разъема сбоку и один разъем под шлейф снизу. Дальше у нас идет курсовая камера. Блин,
тот же печатный корпус. Камера очень интересно сделана. Здесь вот у нас сенсор с приклеенным радиатором на процессоре и огромное количество разъемов. Ну и линза у нас здесь располагается 5-мегапиксельная с фокусным расстоянием 2,1 мм. Вот такие вот здесь надписи. Пожалуйста, смотрите, если вам видно, если камера умудрилась сфокусироваться. Второй корпус, который у нас идет к курсовой камере, вот именно по нему видно, что это печать смолой. Я, если честно, никогда в жизни не печатал смолой и очень редко видал детали, напечатанные данным материалом. Но это реально печать. Как мы видим, что вот этот вот корпус, он в 2 раза, ровно в 2 раза, так сказать, меньше, да, чем тот корпус, который у нас установлен на камере с завода. То есть именно вот это вот расстояние. Вот это вот. Для чего это сделано? Я могу только предположить. Здесь у нас установлен сенсор, да, и, соответственно, уменьшив, поменяв вот этот корпус на этот, мы тем самым уменьшим, приблизим линзу ближе, соответственно, к нашему сенсору. Тем самым мы уменьшим площадь экспонирования картинки. То есть фактически, проще говоря, мы крупнем картинку, но, возможно, это нужно для повышения какой-то производительности обработки видеоизображения, потому что, ну, в общем-то, данная технология, она еще не совсем, скажем так, дает хорошую задержку. Насколько я помню, начиналось все это дело именно OpenIPC, там была дикая какая-то задержка в 200 миллисекунд. Сейчас вроде здесь анонсируют 50 миллисекунд. Задержка здесь я это, кстати, не вижу, но где-то я видал в каких-то описаниях на сайте, видимо, приложу здесь вот комментарий, если оно действительно так. Да, вот такой вот корпус второй мы имеем в наличии. Но пока будем оперировать тем, что есть. Значит, что у нас дальше в коробке? Осталась одна плата. И выглядит она вот таким вот странным образом. Ребята, которые имеют дело с сетевыми всякими устройствами, понимают, что это Ethernet-овский разъем. То есть здесь у нас Ethernet-овский разъем, здесь у нас Type-C и, соответственно, какая-то обвязка. А с другой стороны у нас шлейф, который, видимо, подключается, скорее всего, к видеокамере. Прежде чем устанавливать все это дело на коптер и тестить картинку, давайте все-таки разберемся с подключением. Что здесь к чему все-таки подключается. Я использовал все провода, которые шли в комплектации с данной системой, и подключается это вот таким вот образом. Как видите, огромное количество проводов подключается к курсовой камере, а именно, значит, сам воздушный модуль подключается к курсовой камере вот таким вот шлейфом проводов, и это, в принципе, ребята, простой USB интерфейс. Это устройство соединяется по USB с камерой. Также к камере подключается специальное устройство для программирования параметров камеры и, собственно, других параметров там всей цифровой видеосистемы. И также камера подключается вот такой вот разъем, который мы подпаиваем к полетному контроллеру. Точнее, здесь у нас обычный UART, RX-TX и Земля. Не менее интересно сделано питание данного модуля. Здесь у нас 4 проводка, 2 минуса и 2 плюса, которые подключаются к аккумуляторной батарее. Но, ребята, все прекрасно работает, когда подключишь всего лишь 2 конца, плюс и минус. Не совсем понятно мне, нафига сделали вот таким вот образом. Что касается наземки, это в принципе обычный внешний Wi-Fi адаптер, который подключается по USB либо к компьютеру, либо к планшету, к смартфону, либо к планшету, либо, например, к какому-нибудь одноплатному компьютеру, если вы хотите потом в дальнейшем выводить изображение на очки через HDMI порт. Да, к сожалению, вот в такой вот конфигурации вы не получите изображение на очки, потому что
Здесь у нас обычный Type-C, и об этом я сейчас позже расскажу. И он работает только с определенным программным обеспечением. То есть подключить сюда какой-то Type-C HDMI конвертер и воткнуть все это дело в очки не получится. Линк между двумя устройствами, то есть наземкой и воздушным модулем по Wi-Fi технологии на частоте 5,8 ГГц. Вот таким вот образом все это дело работает. А сейчас небольшое лирическое отступление для тех, кто не знает, что такое OpenIPC. Я коротенько постараюсь об этом рассказать. Собственно, OpenIPC – это программное обеспечение с открытым кодом, которое изначально разрабатывалось для IP-камер видеонаблюдения, но потом было адаптировано энтузиастами для, собственно, FPV. Сейчас данное направление активно развивается. Результатом данного развития вы видите данного устройства от AHI SphereLink 1080p VTX. Есть еще и другие устройства уже готовые под ключ из коробки, которые работают. Ключевая же причина развития OpenIPC сейчас это дешевизна железа. Вот эта вот коробочка, то есть комплект, который в ней находится, стоит приблизительно 6000 рублей. Вообще есть разные конфигурации именно вот такого решения, стоимость их от 3 до 6 тысяч рублей. В свою очередь, так сказать, брендовые такие системы, цифровые видеосистемы от фаворитов рынка, типа DJI или там Valxname, они уже начинаются где-то от 10 тысяч рублей. Тут, в принципе, как бы вот это вот ключевой момент. Дешевизна железа. А теперь давайте все-таки разберемся, как всем этим пользоваться. И поставим это на коптер и, в общем-то, потестим картинку. Существует несколько способов передачи видеоизображения с курсовой камеры на наземную станцию при помощи вот этого вот Wi-Fi адаптера. О всех о них подробнейшим образом описано в инструкции. Здесь есть ссылочки на GitHub. Все, правда, на английском языке, но разобраться, поверьте мне, можно. Значит, варианта всего лишь 3. Первый вариант – это мы используем компьютер на базе операционной системы Windows. Есть программное обеспечение, есть на нее ссылка. Вы качаете программульную себе на комп, устанавливаете ее, там определенные драйвера еще нужно поставить. Все ставится очень просто и очень быстро, без заморочек. Подключаете Wi-Fi адаптер USB шнурком и линкуете свою видеосистему, получаете картинку. Все элементарно просто. Мой вариант, который я буду использовать, это Android устройство. В данном случае это вот мой смартфон. Это также может быть планшет, либо другое устройство, работающее на Android. Оно также подключается USB шнурком Type-C. Мы их соединяем и, в общем-то, ставим программное обеспечение, на которое, опять же, есть ссылка здесь. Программное обеспечение называется Pixel Pilot. Позже мы этим займемся. И картинка получается именно у нас на смартфоне. Летать, конечно, не очень удобно в таких вариантах. Вы должны смотреть не в очки, да, то есть непосредственно в глаза получать изображение, а должны по старинке пялиться на экран вашего смартфона. Мне кажется, это не очень удобно. Третий вариант – это просто вот, высший пилотаж использования одноплатного компьютера, такого как Raspberry Pi или, например, Orange Pi или вот подобные компы, у которых есть HDMI выход. Данные одноплатники работают под операционной системой Linux, под нее тоже есть определенное программное обеспечение. Но здесь вот вы получаете возможность вывести изображение уже непосредственно с одноплатника через HDMI разъем в свои очки, если у вас на них, конечно, есть HDMI разъем. Ну а теперь, наконец-то, я приступаю к полевым испытаниям видеосистемы на OpenIPC AHI SphereLink VTX. И для этого я установил на свой смартфон приложение Pixel Pilot. Где его взять? Ссылочка будет в описании, пожалуйста, смотрите. Как его скачать, я рассказывал чуть ранее в видео. И, в общем-то, у меня получилась вот такая наземная станция. На штативе располагается смартфон. К смартфону сзади прилеплен вот этот Wi-Fi модуль.
Блин, это реально очень необычно. Ребят, по-моему, задержка есть, и она достаточно большая. Камеру надо было мне наклонить. Ну, сейчас мы смотрим, в принципе, на задержку. Вот, я летаю сейчас четко впереди себя. Да, я уже, в принципе, привык. Вот, это быстро привыкается. На коптер, блин, смотреть мне не нужно. Я смотрю чисто в экран своего смартфона. Вот, необычно, ребята, необычно. Так, на акроши попробовать переключиться. Блин, я как лох летаю, блин. Сейчас я на акро попробую переключиться. Ручной режим. Ручной режим. Ну вот, что-то уже поживее. Так, какая у нас сейчас задержка? Блин, я не вижу ни хрена. Потому что... значит, поток у нас сейчас 4 мегабита. Задержка 16 миллисекунд. Фу. В принципе, неплохо, если это правда, конечно. 16 миллисекунд. Ну-ка, давайте какой-нибудь фристайл сделаем. Может, поверлуп? Блин, это так необычно. Это так необычно летать не по очкам. Я уже отвык от этого. Парни, это, конечно, прикольно. Это прикольно. Но жутко необычно. Я уже, наверное, раз 10 сказал, что это необычно. Ну, смотрите, в принципе, картинка мне нравится. Давайте попробуем, я залечу за спину. Вот, конечно, следующий у меня этап тестирования будет уже в очках. Я заказал одноплатник, будем, соответственно, подключать все это дело к одноплатнику. Итак, я залетел реально прям за спину и себе, и более того, я не только за спину залетел, тут еще машина меня, так сказать, мешает мне. И, блин, я сейчас практически из леса вот вылетаю. Ой-ой, какая там задержка-то? Ой-ой, ребят, уже лагает. Блин, слушайте, классно. А что, прикольно? Вот честно хочу сказать, это вот сейчас в данный момент лучше, чем Волкснейл. Как ни странно. Вот если бы я летал сейчас на Волкснейле, да, и вот, собственно, улетел туда, куда я сейчас улетел, у меня бы просто жуткие фрезы были. Так, еще раз пробуем. Еще раз пробуем. Давайте не спеша по той же схеме. Немножечко сейчас здесь в деревьях. Оп, 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 оп. Да, чувствуется, что есть задержка. И, в принципе, по качеству картинки, да, вот по экспонированию, камера неплохо себя ведет. То есть нет провалов в тенях, нет засветов, соответственно, на ярких участках. Небо не выпадает у нас, вот как видите. Сейчас яркий солнечный день. И, блин, ну это прикольно. Это прикольно. Мне нравится, как это сейчас работает, по крайней мере. Вот сейчас я против солнца лечу, пожалуйста, смотрите. Камера отрабатывает на все 100%. Блин, это классно. Еще раз повторюсь, сейчас, в данный момент, штатив стоит на земле. А, вот пошли потери. Все. Оп-оп-оп-оп. Так, все, я потерял. Двигатели выключены. Потерял коптер, пошли лаги. Но сейчас давайте сходим, я просто покажу. Я покажу, где упал коптер. Сейчас мы найдем его.
далеко, конечно, идти, но все равно качество сигнала меня вообще очень радует. Это лучше, чем Walksnail. Еще раз повторюсь, Walksnail уже лагал бы, когда я летал вот на этой лужайке. Там были жуткие фризы и был бы фокус-мод. И картинка была просто отвратительная. Все, давайте сейчас найдем коптер. Так, вот. Все нормально. Отключаем батарею. Ну что, наверное, пора заканчивать данный видос, данный обзор. Давайте как-то вот резюмировать то, что я увидел чисто вот для себя, какое я составил впечатление о OpenIPC. Мне, ребята, понравилось. Вот такой вот вариант полета, да, при помощи смартфона или чего-либо побольше, там какого-то планшета. Одна батка, вы прилетываетесь. Вот. На второй, на третьей батке я уже, если честно, летал абсолютно не замечая того, что я, собственно, нахожусь не в очках, а как бы смотрю на экран. Немножечко это напрягает, потому что в очках вы получаете полное погружение, и, в общем-то, как бы те, кто привыкли летать FPV, они понимают, о чем я говорю, там, в общем-то, можно и подрасслабиться. Здесь вы постоянно контролируете, потому что здесь все зависит от внешнего освещения. Солнце, значит, упало, у вас появились блики на экране, либо надо делать какой-то козырек, либо вообще надо уходить, соответственно, на схему с одноплатником и подключать все это дело по HDMI к очкам. Вот. Но, в общем, привыкнуть можно. Поэтому я говорю, я отлетал одну батку, а потом, в принципе, летал абсолютно так же, как я летаю в очках. Еще пару моментов, которые я хотел бы отметить. Немаловажных, кстати, моментов. Ну, во-первых, та задержка в 16 миллисекунд, которую я наблюдал у себя на экране, вы ее видели. Не совсем понятно, откуда взялось это число, потому что это на самом деле полное вранье. И, в общем-то, никакими 16 миллисекундами там не пахнет. Там, скорее всего, намного больше. Возможно, 50 миллисекунд. А может быть и больше. К сожалению, не совсем понятно, как ее замерить и как корректно вывести данное значение на, соответственно, экран нашего смартфона. У VTX есть собственная OSD. То есть, кроме того, что она передает нам OSD Betafly, у VTX есть собственное OSD. Оно по умолчанию передается по протоколу Mavlink. К сожалению, я так и не понял, как вывести значение данного OSD. Из всех значений, которые мне были доступны, вы видели только битрейт, качество картинки, там какие-то числа, которые нам показывают передачу данных, графический вот этот вот кружок, это все, соответственно, передавалось нам непосредственно с VTX. В этом мы будем разбираться, наверное, в следующих видео. Решение данное, оно на самом деле весьма специфическое, несмотря на коробочную версию, и не всем, я думаю, подойдет. Для кого оно, наверное, подойдет, так это, скорее всего, для дальнобойщиков и для людей, которые, в общем-то, хотят покопаться в таких вот в странных устройствах. Для новичков, скорее всего, это будет не совсем актуально, потому что самый простой способ вывода изображения, это вот, как я уже показал, на экран смартфона или планшета, но это не очень удобно в качестве использования. А второй момент, для того, чтобы вывести изображение на очки, в общем-то, это тоже не совсем просто и не подходит для новичков. К тому же я еще хотел вам показать сам форм-фактор данного модуля. Я не знаю, здесь видно будет или нет. Он сделан так, что не в каждую раму он влезет. Он достаточно высокий. И вот у меня, к сожалению, плохо, наверное, видно, да. Нашлась вот такая вот рама. Это аковская, что ли, рама. Я даже не знаю, откуда она у меня. Это 100-летняя рама. Вот. Здесь достаточно высокий вот этот вот проем для стека. И вот сюда, в принципе, он сверху на полетный контроллер, вот этот вот VTX, он встал. Второй момент. Кулер, который на данном VTX,
соответственно, вращается для охлаждения, да, он создает дополнительные вибрации. И если вот при такой схеме он будет установлен, возможно, что он будет вносить дополнительные шумы на гиру, потому что вибрирует данный кулер, в принципе, очень-очень даже сильно. Что вас ждет в дальнейшем, если я, конечно, соберусь и сниму вот эти вот ролики, которые планирую? Ну, во-первых, я планирую снять отдельное видео о конфигурировании воздушного модуля данного VTX. Это очень интересная система, у нее на борту установлен Linux. Мы подключимся, посмотрим, что за сборка Linux и какой конфигуратор для этого используется, какие параметры можно менять. Это вот первая задумка. Вторая задумка — сделать видео, скорее всего, про OSD VTX, то есть разобраться, да, каким же образом выводить корректно параметры VTX модуля себе в очки, да, какие протоколы используются. Я уже говорил, что это Mavlink, и еще там ряд протоколов есть, они доступны к применению. И третье видео — это передача изображения на очки. Будет использоваться одноплатный компьютер Orange P5 Pro или как-то что-то типа этого. Мы поставим туда операционку, подключим вот этот вот Wi-Fi модуль, поставим драйвера и, в общем-то, передадим изображение в очки SkyZone. Я думаю, пора заканчивать. Все, всем большое спасибо за просмотр. Пока. Подписываемся. Еще раз говорю, этим вы самым поддерживаете канал и стимулируете меня делать какие-то ролики. В последнее время я это делаю намного реже, но, к сожалению, вот так вот. Пока.